Глава 131. Позволить им проиграть вместе. В этот миг члены секты Юнь наконец кое-что поняли. Лучший союз ученых Центрального государства столкнулся с вызовом. Этот обычный юноша, который смотрел на всех свысока, так давил на больше, чем сотни ученых, что им было трудно дышать, ученики были поражены. Ученые секты Юнь были людьми, которые секта Юнь набирала из крупных организаций, и ни один из них не был простолюдином. Поэтому они обычно смотрели на всех свысока. Они думали, что превосходят остальных и не обращали на учеников семьи Юнь внимания. Сталкиваясь с этими важными персонами, они не смели не уважать их, потому что все они преуспевали в различных областях. Они были гордыми и высокомерными. Однако настал момент, когда этот юноша неторопливо пришел, со своими непринужденными жестами и улыбкой, которая не сходила с лица. Ученые секты Юнь оказались в тупике. Их головы покрылись потом, пока они продолжали переговариваться. Они даже не смели громко дышать, оценивая эту ситуацию очень серьезно. С первого взгляда было ясно, кто силен, а кто слаб, и это было только начало. Ученики чувствовали, что их взгляд на мир перевернулся вверх дном. Мастера, которых они искали, теперь объединились против одного простолюдина. Самым шокирующим было то, что они, несмотря на то, что работали сообща, до сих пор находились в плачевном положении. «Поскольку ты все знаешь о современной и древней истории, позволь мне спросить», — яростно говорил Литай, «на континенте много эпох, какова характеристика каждой эпохи?» Вопрос казался очень простым, однако на самом деле ответить на него было сложно. Проблема заключалась в том, что в самом ответе было много споров и противоречий. Неважно, как ответить Чутянь, Литай найдет способ опровергнуть его ответ. Чутянь легко улыбнулся и спокойно ответил: «С тех пор, как возник мир, прошло 4 эпохи. С тех пор, как континент образовался с нуля, прошло около 100 миллионов лет. В течение этого периода мир был мертвым, и здесь не было никаких форм жизни. Это период, когда материалы и законы мира только зарождались. Первая эпоха делится на 9 периодов, Чутянь ответил красноречивой тирадой. Он перечислил каждый из 9 периодов, рассказал, как они формировались, как развивались и какими были результаты. Он четко описал каждую деталь и причину. Это ошарашило Литая. Он не мог опровергнуть решительно ничего. Неприступный ответ Чутяня раскрыл множество неразгаданных тайн. После эпохи развивающегося мира континент вступил в Великую Древнюю эпоху. Великая Древняя эпоха длилась около 10 миллионов лет. Законы мира продолжали развиваться, стала зарождаться жизнь. В эту эпоху возникли бесчисленные легендарные древние демоны, древние боги и божественные звери. Великая Древняя эпоха делится на 5 периодов. Высшая Древняя эпоха длилась около миллиона лет и считается историческим пиком. Жизненные формы древнего континента своими бесчисленными передовыми цивилизациями напоминала звезды. Появилось множество сильных рас и их представителями. Разбитая эпоха наступила сразу после пика Великой Древней эпохи. Поскольку континент был слишком велик, то понадобилось бы несколько лет, чтобы добраться на другой его конец. Это привело к появлению разных законов. Из-за огромного количества разногласий древний континент наконец пал. В итоге древний континент взорвался, и каждый его фрагмент стал отдельным континентом. Там сформировались свои пространственно-временные измерения и законы, независимые друг от друга. Так пали боги и демоны. Чутянь привел подробное описание эволюции мира. Все основные события, все важные личности, все это было четко описано. Молодые мужчины и женщины из семьи Юнь ошеломленно слушали его. Эта информация была слишком ослепительной, никогда прежде они этого не слышали, Литай был окончательно поражен. В ученом сообществе уже были некоторые идеи о происхождении и развитии мира, но ни один человек не мог так четко разделить периоды того времени и ясно описать каждый период. То есть, ты говоришь, что наш континент — это фрагмент, образовавшийся после взрыва древнего континента. Не удержалась от вопроса девушка, одетая в форму семьи Юнь. Остальные фрагменты существуют до сих пор? Чутянь спокойно осмотрел 10 досок, а затем спокойно начал чертить руну. Услышав вопрос, он спокойно ответил: «Конечно, они до сих пор существуют». Древний континент взорвался, но не исчез. Я считаю, что однажды мы сможем прорваться сквозь барьер измерений и воссоединимся с другими континентами. Мы сможем исследовать все имеющиеся у них ресурсы и поддерживать связь с таинственными расами других континентов. Ученики были поражены. Это правда. Этот континент был обширным и безграничным. Он до сих пор развивался. Людям даже было трудно найти границы мира. Однако на самом деле это был лишь фрагмент древнего континента. Каким удивительным миром был древний континент. Чутянь выглядел не так, как мог выглядеть человек, сражающийся с сектой Юнь. Он скорее походил на учителя, который вел урок истории. Впав в ярость, Юнь Гуань уставился на любопытные лица учеников. «Что вы делаете? Вы не сбиты с толку?»
почему вы еще не разошлись?» На лицах учеников показалось сожаление. Они хотели задать множество вопросов, но под давлением старейшин им пришлось лишь беспомощно отойти в сторону. Юнь Гуань хладнокровно хмыкнул. Это самый настоящий абсурд. Или у тебя есть доказательства, подтверждающие твои слова? Юнь Гуань посмотрел на Тайли, но у того было такое лицо, словно он наелся земли. Хотя он добавил несколько гипотетических ситуаций, он верно описал временный промежуток. Литай не думал, что Чутянь даст такой неприступный ответ. Он рассказал лишь то, что слышал от школьного учителя. Даже у крупных стран были лишь скромные идеи, но отсутствовала теория. Затем Литай спросил: «Позволь спросить тебя, знаешь ли ты, сколько цивилизаций появилось на континенте? И сколько эпох насчитывает человеческая цивилизация?» После того, как древний континент раскололся, почти все бессмертные, жившие в ту эпоху, погибли. Потомки этих богов и демонов выжили и в конечном итоге сформировали популяцию. Этот процесс занял около 800 тысяч лет. Появились демоны, небесная раса, раса драконов, эльфов, духовных зверей и так далее. Но когда цивилизации рухнули, родилась шестая раса. Человеческая раса. При правлении демонов и небесной расы на континенте было мало разумных существ. Кончилось тем, что два древних клана не образовали никаких империй. При правлении эльфов и драконов эпоха делилась на 4 периода времени. Поскольку у них была долгая жизнь и медленный обмен веществ, их цивилизация развивалась медленно и в конечном итоге уступила место эпохе духовных зверей. Эпоха духовных зверей делилась на 8 разных периодов. Духовные звери быстро размножились и образовали гигантское королевство. Построив великолепную эпоху, 20 тысяч лет назад на востоке континента появились люди. Люди были могущественнее духовных зверей. У людей был интеллект драконов, эльфийские способности к обучению и более сильный потенциал, чем у духовных зверей. Люди были слишком недолговечными, но они обладали репродуктивной способностью, а это значило, что они могли вырасти на развалинах последних нескольких поколений и развить цивилизацию еще быстрее. Один юноша не удержался от вопроса: почему у людей, которые так мало живут, выросла более сильная цивилизация? Хороший вопрос. Чутянь посмотрел на него, подняв перо. Допустим, твоя жизнь длится 10 тысяч лет, как изменится твоя жизнь? Юноша не мог этого даже представить. Что за шутка? 10 тысяч лет. Чего бояться? Естественно, можно найти безопасное место и жить мирной жизнью. За 10 тысяч лет, вне зависимости от медленной скорости обучения, они все равно ничего не потеряют. Глаза юноши сияли, как звезды. Казалось, он прочел его мысли. Потому 10 лет могут пройти, как один день. Воля к обучению будет постепенно снижаться, и ты не будешь обгонять время, чтобы стать сильнее. Ты будешь жить спокойной и комфортной жизнью и небрежно заниматься самосовершенствованием. Сон дракона мог длиться 10 лет, а эльфы погрузились в искусство, их развитие замедлилось, а население утратило желание улучшаться. Сделав паузу, Чутянь продолжил: с другой стороны, когда культивация, учеба и размножение ужимаются всего в 70 лет жизни, то все будут сражаться со временем, чтобы стать сильнее, чтобы культивировать. Если они будут тратить время зря, то картина сложится совсем иная. Более того, мир очень справедлив. Обладатели долгой жизни имеют слабые репродуктивные способности, а обладатели коротких жизней обладают сильными репродуктивными способностями. Раса драконов и раса эльфов были очень сильными, но их сменили духовные звери, а люди стали тем, чего требовала история. Люди не только лучше духовных зверей в плане репродуктивной способности, но и обладают более высоким интеллектом и более сильными способностями к обучению. Именно поэтому власть над континентом перешла к людям. Появившись 20 тысяч лет назад, люди могли конкурировать с эльфами и духовными зверями. Прошло еще 10 тысяч лет, и человеческое население увеличилось в 10 раз, а скорость развития цивилизации повысилась в 100 раз. Конечно же, мы стали властелинами континента. Чем больше Чутянь говорил, тем более загадочными его слова казались слушателями. В итоге их всех переполняли просветление и глубокая гордость за человеческую расу. Люди действительно были такими сильными, короткая продолжительность жизни была не самой хорошей чертой, но для расы это не было недостатком. Учеников пробрал страх. Образованный, мудрый, этому юноше было столько же, сколько им, но он был слишком сильным. Он безо всякого хвастовства знал все о настоящем и прошлом. Неудивительно, что он осмелился бросить секте Юнь вызов. У этого юноши действительно была такая возможность, никто не знал, когда это случилось, но все 10 досок полностью покрылись рунами. Стало ясно, что шахматные партии зашли в тупик. 10 шахматных досок. На каждой было больше сотни рук. Достаточно было посмотреть на массив, чтобы закружилась голова. Чутянь ходил от доски к доске и делал ходы.
Казалось, он запомнил все массивы шахматных досок. Мало того, что он играл одновременно с 10 противниками, он еще и отвечал на все вопросы летая. Га Хаожань возглавлял ученых, но не знал, как нападать, поэтому пытался лишь тянуть время. Он защищал все ключевые точки, и пока Чутянь не сможет их захватить, он не сможет завершить массив. Смущало то, что Чутянь делал вид, что шахматы его ничуть не волнуют, но тем не менее продолжал завершать массивы. Соратники Га Хаожаня сияли счастьем. Половина времени уже прошла, а они создали такой защитный барьер, что даже если Чутянь захочет напасть, то не сможет за такое короткое время прорвать его. Можешь ли ты перевести содержание этого кожаного свитка? Литай бросил ему кожаный свиток. Должно быть, это была кожа высокопоставленного демонического зверя, потому что даже после нескольких веков она не поддалась коррозии. Это культивационная техника духовных зверей. Чутянь развернул свиток и отчетливо прочел содержимое. Конечно же, он использовал язык духовных зверей. В одной руке он держал свиток, а другой писал. Он читал, гуляя от доски к доске и вписывая в каждую руны. Неужели этот мальчишка способен на все? Литай ощутил глубокую беспомощность. Он уже принес древнейшие книги, но для этого жалкого отродья они были простыми, как детские сказки. Его ум был невероятно острым, этот юноша был, как божество, ему было под силу все, что не мог понять Литай. Теперь важной задачей было не победить его, а тянуть время, чтобы он увяз в шахматной партии. Литай начал задавать еще больше вопросов. С полки летела книга за книгой. Чутянь без малейшего колебания отвечал на все вопросы, невзирая на содержание. Игра на 10 досках тоже достигла своего апогея. Каждая доска была покрыта несколькими сотнями рун, но перемирие сохранялось. На протяжении всей партии никто не совершил ни одной атаки. Время почти истекло. Ты не выиграл ни на одной доске. Значит, ты проиграл. Что еще скажешь? Глаза ученых налились кровь. Они уже не заботились о своей репутации, они просто хотели победить Чутяня. Чутянь помотал головой и сказал: «Причина, по которой я еще не выиграл, заключается в том, что я пока не собирался выигрывать». Чепуха. Тот факт, что ты не можешь победить, остается фактом. Ты не выиграл ни одну партию, это может считаться только ничьей. Чутянь громко рассмеялся. На самом деле, ребята, победить вас довольно легко, но я просто не мог позволить, чтобы вы проиграли. Никаких проблем. Я хотел заставить каждого из вас проиграть, и чтобы вы проиграли все вместе. Проиграть всем вместе, ты действительно можешь сделать что-то подобное. Шахматные доски постоянно менялись, и предсказать, что случится дальше, было невозможно. С помощью таких досок он хотел манипулировать результатом и победить во всех партиях одновременно. Такой контроль был человеку не по силам. Это было абсолютно невозможно. Чутянь, не тратя время на разговор, сразу подошел к первой доске. Затем он вписал пером одну руну. Водная система, массив 1000 волн. В тот миг, когда руна упала на массив, во все направления брызнул свет, а руны слились воедино. Мощная сила породила волну прилива. Руны, которые пытались вписать Га Хаожань и остальные, смыло, словно жалкие хижины под давлением цунами. Все рухнуло. Шахматная доска была полностью залита чистой водой, состоящей из энергии. Массив был не только завершенным, но и идеальным. Все нашли это совершенно ошеломляющим. Световая система — малый световой массив. Чутянь вписал руну во вторую шахматную доску. Руны на ней слились в одну, и ее окружило идеальное свечение. Руны, написанные сектой Юнь, расплавились, как весенний снег под солнечным светом. Руны, над которыми они так упорно трудились, разрушились, как плотины во время потопа, и исчезли без следа. Это невозможно. Га Хаожань был потрясен до глубины души. Он бросил руну на третий массив, и массив стал вращаться. В небо взлетело светящееся пламя, и завершился еще один массив. Руны, которые они составляли с такой натугой, сгорели, не оставив ни следа. 4-я доска, 5-я доска, 10-я доска, как Чутянь сказал. За один ход он выиграл на всех 10 досках, без малейшего промедления. Ученые, считавшие себя непогрешимыми, проиграли одновременно. Ха! Посмотрите-ка на них снова. И кто теперь проиграл? Юноша небрежно отбросил перо, поднял лицо к небу и рассмеялся. Какая мощь! Он слишком привлекателен. Да здравствует, да здравствует! Ученики не могли сдержаться от криков. Техника этого юноши была слишком таинственной, они не могли не испытывать восхищения. Что касается оскорблений, то в этом не было никакой важности. Если бы обе стороны были равны по силе, то они могли бы чувствовать себя оскорбленными. Но разве Чутянь и ученые секты Юнь были на одном уровне?
Ученые секты Юнь не могли стать даже его учениками, если выдающийся мудрец высшего класса состязается с деревенщиной, который научился писать лишь недавно, и выигрывает, разве нужно стыдиться поражения или убивать победителя? Что за шутки? Если с тобой решил состязаться выдающийся мудрец, это уже кое о чем говорит. Мятежники. Вы все мятежники. Вы все еще члены семьи Юнь. Громко кричал Юнь Гуань. Глаза его покраснели, вот только в голосе слышался отнюдь не гнев. Глава 132. Причина проблем секты Юнь. Это была поистине беспрецедентная пощечина, неважно, выиграл ли один человек на 10 досках или на сотне. Он не только выиграл, но и рассчитал каждый шаг и выиграл на 10 досках одновременно. Такой странный способ, его способ был настолько ослепительным, что люди чуть не обезумели. Вероятно, Чутянь был единственным человеком в мире, который мог это сделать. Даже Юнь Тяньхэ и Юнь Я были потрясены до глубины души, что уж говорить о непосредственных зрителях. Невозможно. Невозможно. Га Хаожань гордился своими достижениями в создании массивов, он на фоне достижений этого юноши они были лишь шуткой. Когда он увидел, как доски рухнули, когда увидел эти идеальные символы, появившиеся на массивах, он громко взревел. Он щедро сплюнул кровью. Он напоминал высохшую соломинку, падающую на ветру, слабо кренящуюся к земле. Литай впал в ярость. Черт возьми. Я тебя убью. Рука Литая, похожая на лапу, ринулась к Чутяню со скоростью ветра. Раз дело дошло до этого, он мог избавиться от ненависти, лишь разорвав его на куски. Вы не умеете проигрывать. Неужели секта Юнь действует именно так? Заткнись. Умри. Как только Литай атаковал. Мерцание адского пламени, адский меч двинулся, и наружу вырвалось сине-белое пламя. Прекрасное пламя, словно дракон, опутало тело Литая, однако тот был охвачен гневом и не обратил на это внимания. Его рука проникла сквозь пламя, но в этот миг на него напала злая и холодная агрессивная мощь. Пламя охватило его тело, мгновенно ослабив атаку. Литай, ни о чем не беспокоясь, бросился в огонь. У него была лишь одна цель — разорвать Чутяня в клочья, но в этот миг Чутянь активировал искусство меча и скрылся из виду. Быстро, слишком быстро. Казалось, Чутянь исчез мгновенно. У Литая не было времени обернуться, прежде чем меч тяжело ударил его в спину. Литай жалобно заплакал. На плечо Чутяня взобрался лисенок и решительно что-то выплюнул. Оборонительную энергию Литая пробила темно-красная игла. Она пронзила его грудь насквозь и вернулась обратно. Меридианы Литая сильно пострадали. Его духовная энергия начала рассеиваться. Тяжело рухнув на пол, он растерял весь боевой потенциал. Лисенок поймал летящую иглу и с радостью вскочил на плечо Чутяня. Он верещал. Чутянь закатил глаза. Даже если бы ты не присоединился, я бы все равно с ним справился. Никто и подумать об этом не мог. Мало того, что этот юноша обладал шокирующими знаниями, так у него была еще и значительная боевая мощь, Литай был культиватором 3-го уровня пробужденной души. Хотя он был взбешен, он все равно был силен. Как он мог повести себя так легкомысленно? Этот юноша за 1 секунду победил культиватора 3-го уровня пробужденной души. Сколько человек в центральном государстве могли бы это сделать, этот юноша был самым настоящим чудом. Ты зашел слишком далеко. Вспыхнула ужасающая аура, Юнь Гуань достал саблю, и к Чутяню устремилась мощная ци-сабля. Хотя Га Хаожань и Литай были культиваторами 3-го уровня пробужденной души, они были учеными, у них не было мощного боевого потенциала. Конечно же, они не были такими могущественными. Юнь Гуань тоже был на 3-м уровне пробужденной души, но был гораздо сильнее, чем они, а его духовный источник был ориентирован на сражение. Даже если бы эти два старца сражались вместе, они не справились бы с Юнь Гуанем. Чутянь ощущал, что противник очень силен, что он близок к уровню Чу Тунвэня. Сражаясь с таким сильным экспертом, Чутянь должен был быть очень осторожен. Ха. Давай. Я буду сражаться, пока не буду удовлетворен. Меч. Его духовная энергия жалась, над ним возвышался духовный источник — черный меч. Словно выкованный из черного нефрита, испускающий таинственную ауру. Казалось, он родился в древней эпохе и принадлежал страшному демоническому богу. Такой сильный духовный источник, Юнь Гуань никогда бы не подумал, что духовным источником этого юноши окажется меч. Самой известной семьей культиваторов в центральном государстве была семья Чу. Знаменитое тайное искусство меча было самым сильным культивационным методом центрального государства. Юнь Гуань много раз сражался с гениями и экспертами семьи Чу,
поэтому видел бесчисленное количество сильных мечей, духовных источников. Но даже их нельзя было сравнить с духовным источником этого юноши. Судя по ауре, которую испускал духовный источник, это был духовный источник высшего уровня, но такой духовный источник лишь увеличивал силу атаку и разрушительную силу, не влияя на все остальное. Как правило, люди с такими духовными источниками были культиваторами, сосредоточенными на битвах. Он никогда бы не подумал, что у обладателя такого духовного источника окажутся такие глубокие знания. Духовный источник в виде меча ничуть не влиял на способности к обучению, этот юноша был слишком пугающим, он явно не мог уйти, глаза Юнь Гуань-Гуаня кровожадно блестели. «Поскольку ты опозорил мою секту Юнь, тебе придется за это заплатить». «Я не оскорблял секту Юнь, просто ваша техника уступает моей», саркастически возразил Чутянь. «То есть вы — кучка ученых, которые не могут смириться с проигрышем, а теперь говорят, что я их оскорбил?» Юнь Гуань-Гуань разразился гневом. «Даже если бы на твоем месте был мечник из семьи Чу, он бы не вел себя так неуважительно. Неужели твое искусство меча сильнее, чем тайное искусство меча семьи Чу?» В чем заключалось тайное искусство меча? Это была лишь часть древних культивационных техник. Меч адского пламени, культивируемый Чутянем, был техникой древней эпохи. Меч адского пламени был гораздо мощнее тайного искусства меча. Конечно, тайное искусство меча подходило большинству, поэтому подходило для того, чтобы его унаследовала целая семья. Меч адского пламени был могущественной техникой, но у нее был предел, обычные люди не могли ее культивировать. Сабля в руке Юнь Гуань-Гуаня начала испускать молнии и мгновенно окуталась ими. Ты используешь меч, а я использую саблю. Давай сразимся и посмотрим, кто сильнее. Тело Юнь Гуань-Гуаня покрыли молнии, а его духовная энергия сгустилась вокруг электрической сабли. Духовный источник в виде сабли. У Юнь Гуань-Гуаня был духовный источник в виде сабли, тоже молниеносный, как у Юнь Я, но он был менее чистым. Его духовный источник увеличивал силу молнии лишь незначительно. Благодаря силе духовного источника сабля Юнь Гуань-Гуаня расцвела молниями, которые походили на извивающихся серебристых змей. От этой мощи дрожал воздух. Удар грома. Юнь Гуань-Гуань взлетел в воздух. Его длинная сабля, покрытая молниями, устремилась к Чутяню. У Юнь Гуань-Гуаня был сильный боевой потенциал, однако каждый удар молнии не только в 10 раз увеличивал его разрушительную мощь, но и оказывал сильное влияние на противника. Молния был очень дикой формой энергии. Она не только сдерживала злых духов, но и скрывала пугающую разрушительную мощь. Длинная сабля Юнь Гуань-Гуаня была покрыта молниями, и если она касалась оружия, доспехов противника или даже энергии, которая окружала тело противника, по телу противника тут же распространялся ошеломляющий поток электричества, который заставлял их терять боевую силу. Приступим. Адский меч покрылся сине-белым пламенем. Он решил столкнуться с ним. Этот идиот действительно рассчитывал отбить удар меча Юнь Гуань-Гуаня. Легко ли было это сделать? Даже эксперт 3-го уровня пробужденной души не осмелился бы отбить удар Юнь Гуань-Гуаня, адский меч и молниеносная сабля скрестились. Юнь Гуань-Гуань не ощущал никакой отталкивающей силы, словно он рубил хлопок. Он продолжал вливать энергию, но он словно выбрасывал ее в черную дыру, которая ее поглощала. Все увидели нечто странное. Молнии покидали саблю Юнь Гуань-Гуаня. Пламя на адском мече загорелось еще ярче, лицо Юнь Гуань-Гуаня перекосилось. Что происходит с мечом этого парня? Он мог поглощать энергию молнии. Еще более невероятным было то, что энергия молнии лишь разжигала пламя. Сломать. Глухо взревел Чутянь. Адское пламя яростно атаковал саблю Юнь Гуань-Гуаня. Оно разбило саблю на несколько частей и отбросило Юнь Гуань-Гуаня на несколько метров. Один шаг. Откуда взялся этот парень, он в самом деле отбросил старшего с места. И даже разбил его драгоценную саблю, Юнь Гуань-Гуань безучастно смотрел на остаток сабли, что держал в руке. Это высшее духовное оружие просто рассыпалось на куски. Меч в руке врага определенно был необычным, и Юнь Гуань-Гуань явно недооценил мощь Чутяня. Этот юноша был более пугающим, чем он представлял, но теперь, сделав ход, он уже не мог отступить. Он знал, что справиться будет трудно, но он должен броситься вперед, даже если ему придется пожертвовать собой, он должен спасти престиж секты Юнь. Как только Юнь Гуань-Гуань хотел броситься в яростную контратаку, достаточно. «Тебе даже не стыдно?» Раздался добрый голос, и над всеми повисло страшное давление. Юнь Гуань-Гуань паник, патриарх. Юнь Тянь-Хэ спустился сверху и приземлился между ними, а затем холодно уставился на него. «Ты еще смеешь называть меня патриархом? Ты потерял всякую поддержку семьи Юнь. С сегодняшнего дня ты лишаешься должности старшего и отправляешься в Северный институт, чтобы 3 года перебиваться случайными заработками». Лицо Юнь Гуань-Гуаня перекосилось, но он не рискнул возражать.
Он беспомощно сказал «Есть». Литай с трудом поднялся. «Старейшина Юнь, что вы делаете? Мы отдали все ради защиты секты Юнь, а вы так к нам относитесь». «Защита секты Юнь? Ты называешь это защитой секты Юнь?» Пугающая аура Юнь Тяньхэ вспыхнула еще сильнее, всем стало трудно дышать. Проигрыш — это нормально. Разве секта Юнь не может смириться с проигрышем? С сегодняшнего дня вы трое больше не являетесь членами секты Юнь. Мы компенсируем это двойным размером вашего вклада, что вы внесли в секту Юнь. Пожалуйста, теперь уходите. Литай так рассердился, что задрожал всем телом. Юнь Тяньхэ, ты недооцениваешь себя. Юнь Тяньхэ хладнокровно вздохнул, и страшное давление заставило Литая отступить на несколько шагов. Я достаточно квалифицирован, чтобы на равных говорить с ученым номер 1 в стране Южного Лета Гу Цин Цу. На что ты рассчитываешь? Ты лишь высокомерный младший. Прекрати позориться. Хорошо, хорошо. Надеюсь, ты пожалеешь об этом. Литай никогда бы не подумал, что Юнь Тяньхэ повернется к нему спиной и встанет на защиту чужака. Но Юнь Тяньхэ был могущественным культиватором и уважаемым членом академического сообщества страны Южного Лета. Литаю пришлось смириться с поражением и отвести взгляд. Наконец, этот великолепный конфликт подошел к концу, младшие ученики зааплодировали, адский меч скрылся в ножнах. Чутянь обернулся, собираясь уйти. «Пожалуйста, господин, подождите». Юнь Тяньхэ посмотрел на Чутяня, выражение его лица изменилось. Рассмеявшись, он подошел к нему, поклонился и сказал: «У вас действительно прирожденный талант, вы раскрыли мне глаза. Именно мое отсутствие сегодня стало причиной этого инцидента. Я хотел бы пригласить вас и показать свое гостеприимство». Юнь Я тоже вышла к ним. «Отлично, теперь можешь перестать притворяться. Я знаю, что ты здесь, чтобы увидеть нас. Входи и давай поговорим». Чутянь пожал плечами и сказал: «Хорошо». Глава 133. Молодой мастер семьи Юнь. Они ломали головы, пытаясь найти этого юношу, однако тот взял инициативу в свои руки и пришел в секту Юнь сам, став источником проблем. Он фактически принудил секту Юнь отказаться от нескольких важных персон. Это можно было назвать только катастрофой, но этот мальчишка был таким, как его описывала Юнь Я. Настоящим безумцем Юнь Тяньхэ ничуть не сожалел. Плевать, что эти ученые потеряли достоинство, эта разношерстная группа не могла сравниться с важностью Чутяня. На этот раз Чутянь преподал им жестокий урок и заодно подал пример секте Юнь. Секта Юнь становилась все самолюбивее, угнетала других и запугивала слабых. Это придавало их научному институту все более порочный облик. В шокирующем таланте Чутяня нельзя было сомневаться. Он лично разобрался со всеми учеными секты Юнь и продемонстрировал им, что всегда есть кто-нибудь лучше. По крайней мере, теперь они будут вести себя более сдержанно. Конечно, если бы он мог нанять Чутяня в секту Юнь. Когда Юнь Тяньхэ думал об этом, его кровь кипела. Это было не жалкое тление благовоний, это был пылающий огонь, и Юнь Тяньхэ был честным старым ученым, он отличался от других лидеров семьи. Даже если Чутянь не захочет присоединиться к секте Юнь, и Юнь Тяньхэ, памятуя об услугах, оказанных семье Юнь, определенно расстанется с ним мирно. «Молодой мистер, пожалуйста, садитесь. Юнь Я давно говорит о вас, и я горд тем, что встретил вас сегодня». Юнь Тяньхэ лично открыл прекрасную нефритовую чайную коробку, и комнату сразу заполнил освежающий аромат. Каждый чайный лист был чистым, как хрусталь, и испускал энергичную ауру. Как только чайный лист погружался в воду, на нем появлялись руны. Мощная жизненная энергия окрашивала воду в нефритово-зеленый цвет. Чутянь потер подбородок, чай очень хорош. Юнь Тяньхэ быстро объяснил: это чайные листья эльфийской нации, каждый из них не имеет цены, их трудно достать. Вода, используемая для приготовления этого чая, взята из источника жизни, она может восстанавливать тело и продлевать жизнь. Она может даже увеличивать культивационный фундамент и восполнять недостатки. Юнь Я не удержалась и фыркнула. Даже ее дедушка не хотел распаковывать этот духовный чай. Сегодня он на самом деле был очень щедр. Понять его чувства было легко. Юнь Тяньхэ было около 100 лет, но теперь он нервничал, как ученик, увидевший своего учителя. Он хотел спросить о многих вещах, но не знал, как начать. Этот юноша был эксцентричной личностью, и если отнестись к нему с пренебрежением, это плохо кончится. Юнь Тяньхэ думал только об этом. Чутянь держал чашку, но не пил чай, он лишь один раз принюхался. Это эльфийский зеленый чай, произведенный на южных изумрудных равнинах. Эльфы выращивали его в течение столетий в воде источников, используя специальный метод культивации. Но чайными листьями высшего класса наслаждаются эльфы,
а союзникам продают чайные листья среднего класса. Ваши чайные листья — неполноценный продукт низшего класса, Юнь Тяньхэ был в шоке. Услышав это, он наконец узнал, что эти листья были низшего качества. Откуда их привезли, и что они требуют особого метода культивации. Юнь-Я немного рассердилась, просто будь доволен и этим. Ты знаешь, насколько редки эти чайные листья? Что ты говоришь? Юнь Тяньхэ был недоволен. Иди, побудь во дворе, не беспокой этого господина. Почему ты еще здесь? Ну ладно. Юнь-Я посмотрела на Чутяня и беспомощно ушла. В такой маленькой стране, как страна Южного Лета, довольно сложно заполучить даже эльфийские чайные листья низшего качества, поэтому не нужно расстраиваться. Чутянь поставил кружку на стол. Вот только вам, кажется, нужно быть более гостеприимным. Очевидно, что нас двое, но вы налили только одну чашку. Вы пренебрегаете вторым гостем. Вторым гостем? Где же второй человек? Лисенок фыркнул и выпятил грудь, почесывая зад. Скрестив лапки, он высокомерно замер. Он смотрел на Юнь Тяньхэ с недовольным выражением лица, как бы говоря: «Ты налил чай ему, но не налил мне, ты смотришь на меня свысока». Юнь Тяньхэ был в шоке. Он действительно оказался странным человеком. Даже его питомец был таким умным. Это встречалось так редко. Ох, моя вина. Юнь Тяньхэ быстро налил еще одну чашку духовного чая. Лисенок вытянул лапки и схватил чашку. Не обращая внимания на кипяток, он осушил ее до дна. Несколько раз сжав губы, словно дегустируя, он облизал их языком. Затем он указал лапкой на пустую чашку и на свою пасть. «Ты хочешь еще?» Юнь Тяньхэ быстро налил еще одну чашку. Лисенок осушил ее за один глоток. Это действительно странно. Духовный чай содержит немалую силу. Разве лисенок не боится, что его тело взорвется? Лисенок обладал человеческим характером и вел себя точно так же, как человек. Чутянь был доволен поведением Юнь Тяньхэ. Этот старец был главой семьи и мастером секты Юнь, но был очень вежлив с ним и его лисенком. В такую эпоху редко можно было встретить такое джентльменское отношение. Юнь Тяньхэ и Джан Ли Цин были именно такими людьми. Таких людей можно было назвать истинными учеными. Единственное различие заключалось в том, что знания, культивационный уровень и статус Юнь Тяньхэ были намного выше, чем у Джан Ли Цина. Чутянь оскорбил уже 3 великие семьи центрального государства из 4. Чтобы закрепиться в центральном государстве, ему нужно было победить одного из них. Улыбнувшись, Юнь Тяньхэ сказал: «Моя внучка очень упряма, в прошлом она доставила вам много неприятностей, и в качестве извинения я предлагаю эту чашку чая». «Спасибо, что позаботился о ней. Это лишь небольшое усилие, не стоит его упоминать». Чутянь сделал небольшой глоток, и его рот наполнил странный аромат. Казалось, он пропитал все его тело, его пары раскрылись, пропуская через себя свежий воздух. Это действительно был достойный эльфийский зеленый чай. «Молодой друг Лу, вы прибыли в центральное государство издалека. Интересно, как долго вы планируете здесь оставаться?» Осторожно спросил Юнь Тяньхэ. «Можете остаться в семье Юнь, если вы не против, кто бы мог подумать». Прежде чем Юнь Тяньхэ договорил, в комнату ворвался юноша с черно-синим лицом и глухо сказал: «Старшая сестра, я веселился в борделе, когда ублюдок Ло ударил меня, ты должна за меня отомстить». Юнь-Я с неловким выражением лица стояла у входа, она вежливо кашлянула. Непослушный ребенок. Старческое лицо Юнь Тяньхэ потемнело, он сердито стукнул по столу. «Юнь-Ся, как тебе не стыдно?» На глазах у деда. Увидев Юнь Тяньхэ, юноша испугался, однако смущенно улыбнулся и сказал: «Прости, я не знал, что ты здесь. Я сегодня еще не культивировал, так что я пойду, вернись». Юноша встал перед Юнь Тяньхэ, его лицо плаксиво искривилось. Юнь Тяньхэ сердито закричал: «Что произошло?» Юнь Ся честно сказал: «Я просто сидел в комнате и учился, но кто мог подумать, что друзья потащат меня на площадь Мяюй? Мы лишь хотели послушать несколько песен мисс Юлян, но кто мог подумать, что семья Ло полезет вне очереди? Я был так зол, что начал сражаться с ними, поэтому, впечатляет, он отправился в бордель к девушке, но был избит, а теперь хотел вернуться обратно». В этом мире редко можно было встретить такого человека. Юнь Тяньхэ гневно наморщил нос. «Ты опозорил семью Юнь. С этого дня в течение 2 месяцев ты будешь находиться в своей комнате. Будешь культивировать, но не будешь допущен к отъезду». Юнь Ся паник. «Дедушка, тебе меня не жалко?» «Юнь-Я, почему ты не уводишь младшего брата?» Пока он стоит перед молодым мистером, я смущаюсь, даже если ты не смущаешься. Подождите минуту. Чутянь встал. Юнь Тяньхэ тоже быстро встал.
«Мистер, вам что-то нужно?» Чутянь подошел к Юньсяо и посмотрел на него. Неплохое телосложение, но немного слабый культивационный фундамент. Услышав это, Юньсяо испытал недовольство. «Что ты бормочешь, сопляк? Я на первом уровне пробужденной души, ты не намного выше меня. Как ты смеешь судить меня?» Юньсяо несколько раз ударил тростью. Что это за безобразие? Дедушка действительно обращался с этим уличным мальчишкой, как с почетным гостем. На несколько минут Чутянь задумался, а потом принял решение. Обернувшись, он посмотрел на Юнь Тяньхэ и сказал: «Старейшина Юнь, не будем его запирать». Что, старейшина Юнь? Эта сцена напугала Юньсяо. Раз этот парень так назвал Юнь Тяньхэ, то он был довольно мужественным. Он был главой одной из 4 великих семей, он был близок к миру истинной души, намного превосходил любые представления Чутяня, гораздо сильнее Юньсяо удивило то, что дедушка даже не рассердился, а просто спросил: «Господин, что вы имеете в виду?» Чутянь сказал: «Мне нужен помощник, так почему бы вам не отдать его мне? Позвольте мне несколько дней обучать его, возможно, он претерпит неожиданные изменения». Этот божественный человек хотел обучать члена семьи Юнь, именно этого Юнь Тяньхэ и хотел. Юньсяо был прямым потомком семьи Юнь, но каждый день он ел, пил, проводил время с проститутками и играл в азартные игры. Он был позором семьи Юнь. Ему не могли бы спасти даже бесчисленные сокровища. Юнь Тяньхэ ухватил внука за ухо и крикнул: «С сегодняшнего дня ты будешь сопровождать молодого мистера. Когда понадобится, будешь седлать его лошадь и давать ему чай и воду. Ты должен хорошо прислуживать ему. Если ты позволишь себе хоть немного пренебрежения, я тебе ноги переломаю». Ты понял? Юньсяо был ошеломлен. Юн был старшим внуком семьи Юнь. Его действительно хотели сделать слугой прохожего. Если бы не возраст его дедушки. Хотя его переполняло недовольство, он не осмелился показать его. Он мог лишь заставить себя и смириться. Юнь Тяньхэ быстро спросил Чутяня: «Господин, вам что-нибудь нужно?» «Я сделаю все, что в моих силах. Я не отступлю и воспользуюсь всеми ресурсами, что обладаю». «Нет, ничего не нужно», — Чутянь указал на брата и сестру Юнь. «Просто позвольте им пойти со мной, я хочу посетить секту Юнь». «Вы можете это сделать». Юнь Тяньхэ был потрясен. «Конечно, можно, конечно, конечно. А вы что делаете? Почему еще не ведете молодого мистера на экскурсию?» Лисенок хотел схватить чайник. Чутянь взял его за шею. Пить духовный чай было весело, но этому пришел конец. Лисенок мог лишь визжать, протестуя против хозяина. Конечно же, хозяин придерживался собственного решения и не обращал внимания на его протест. Прежде чем уйти, Чутянь сказал Юнь Тяньхэ: «Я поручу молодому мастеру небольшое дело, надеюсь, вы не будете вмешиваться. Дождитесь, я, конечно же, начну сотрудничать с семьей Юнь. Если за этот период мне что-то понадобится, я попрошу Юнь Я, чтобы она передала вам, и вы увидите». Юнь Тяньхэ нахмурил брови. Как и говорила Юнь Я, этот человек давно планировал приехать в секту Юнь. Но какую цель он преследовал? Юнь Тяньхэ хотелось узнать ответ, но он мог лишь подавить любопытство. «Пожалуйста, отдыхайте. Я не стану вмешиваться». Чутянь удовлетворенно кивнул. Ему необходима была сила семьи Юнь, но он не должен был поднимать шум. Юньсяо был негодным молодым мастером семьи Юнь, и планы, которые должны были подойти к концу, касались уже не Юнь Тяньхэ. Глава 134. Привлекая к притворству. Близнецы провели ему экскурсию по секте Юнь. На первый взгляд секта Юнь напоминала секту боевых искусств, однако на самом деле это был научный институт. Исследования института были сосредоточены на алхимии, талисманах, ковке оружия, массивах, культивационных методах и боевых искусствах. Центральная государственная академия была общеобразовательным учреждением, в то время как секта Юнь была учреждением частным и выдвигала более высокие требования, нежели Центральная государственная академия. Студенты Центральной государственной академии и ученые, которые не дотягивали до требований секты Юнь, в научном сообществе обладали одинаковым статусом. Большинство ученых секты Юнь преподавали в Центральной государственной академии. Конечно же, было и несколько выдающихся выпускников. Секта Юнь — крупнейшая исследовательская организация центрального города. В секте Юнь больше 80 лабораторий, и это лучший исследовательский центр в центральном государстве. Треть новых исследований центрального государства приходится на долю секты Юнь. Мы действительно мощные лидеры бизнеса и военного дела. Неплохо. У секты Юнь действительно был кое-какой капитал, семья Чу была сосредоточена на боевых искусствах, семья Чу посвятила себя делам правительства, а семья Е обладала частной армией.
Для сотрудничества Чутяню подходила лишь семья Юнь. Юнь Ся с черно-синим лицом нехотя плелся, и его переполняло высокомерие. Я, юный белый дракон секты Юнь, известен народу Цзинху как ловелас. Я не только смелый, я еще и практиковал 13 граммовых лезвий. Клинок несется вперед быстро, как молния. Нет никого, кто мог бы его остановить, так что такой юноша, как ты, должен быть осторожен. Хотя дедушка хочет, чтобы я следовал за тобой, ты должен понять, что мне не нужно тебе служить, он действительно такой же, как его отец. Нахмурив черные брови, Юнь Я топнула ногой по земле. Прекрати болтать ерунду. 13 граммовых лезвий — одна из высших техник семьи Юнь. Если бы ты владел ей на высоком уровне, разве эти свиньи избили бы тебя? Юнь Ся хрюкнул, как умирающая свинья, и схватился за зад. «Сестра, мы у всех на виду, не можешь ли ты мне немного помочь?» Я все еще пример для мужчин семьи Юнь, как раздражает, почему у внуков семьи Юнь такой тяжелый характер. Ее младший брат был довольно талантлив. Если бы он сосредоточился на культивации, то его достижения не уступали бы достижениям молодого мастера фиолетовой молнии. Тогда Юнь Я не испытывала бы такого давления. Чу Тянь потер подбородок. Слегка улыбнувшись, он сказал: 13 граммовых лезвий. Звучит довольно яростно, но я не знаю, с чем можно сравнить эту технику. Юнь Ся презрительно спросил: «Хочешь сразиться?» Позволь мне сообщить, что из всех людей центрального государства, что сражаются на саблях, я занимаю несколько верхних позиций. Мой клинок всегда притягивает кровь, поэтому предлагаю тебе перестать об этом думать, иначе у тебя появятся проблемы. Лисенок сделал вид, будто его тошнит. Этот зверек обладал половиной бесстыдства своего хозяина. Почему люди так любят хвастаться? Чуть Тянь обернулся. Тогда давай попробуем. Можешь делать ход. Увидев, что Чутянь бросил ему вызов и оставил спину незащищенной, Юнь Ся впал в ярость. Что ты имеешь в виду? 13 граммовых лезвий, техника, основанная на скорости. Разве ты не ищешь смерти, оставляя спину незащищенной? Если я порублю тебя на куски, это будет не очень правильно. Я уважаемая персона и никогда бы не сделал чего-то подобного. Скажешь это после того, как поранишь меня. Отлично, сопляк, я покажу тебе, насколько сильна моя сабельная техника. Юнь Я выпустила из пальца электрический цветок. Он ударил Юнь Ся прямо по лицу. Ау. Юнь Ся схватился за лицо и сердито закричал: «Сестра, почему ты нападаешь на меня из-под тишка? Если ты бьешь меня, это нормально, но зачем по лицу? Ты должна знать, что внешний вид помогает мне зарабатывать на хлеб». Юнь Я отчаянно уставилась на него, а затем перевела взгляд на Чутяня. Что за идиот, он не знает, с кем столкнулся. Даже Юнь Тяньхэ относится к этому гостю с почтением. Неужели такой жалкий человек может брать на себя эту ответственность? Юнь Ся прищурился и расхохотался. Я понял. Сестра, ты тоже хочешь преподать ему урок? Ты — одна из 4 молодых мастеров, поэтому тебе не нужно ничего делать. Просто позволь младшему брату позаботиться об этом. Юнь Я вздохнула. Впрочем, неважно. Она может позволить Лу Женю избить этого идиота. Юнь Ся высокомерно сказал Чутяню: «Эй, сопляк, ты готов?» Сабля молодого мастера действительно быстрая, так что не руби с плеча. Ты слишком много болтаешь. Делай уже свой ход. Чутянь медленно закрыл глаза и открыл глаз разума. Все вокруг было пронизано духовными чувствами. Тело Юнь Ся задрожало. Хотя он не знал про глаз разума, он ощутил, что в его тело проникает невидимая энергия. Что происходит, не верю. Сабля. Юнь Ся выпустил молнию, которая превратилась в длинную саблю. Хотя духовная сабля Юнь Ся обладала той же природой, что и молния, она была тоньше и длиннее. Несмотря на это, сабля казалась очень мощной. Она была покрыта рунами, испускала древнюю ауру и обладала ужасной разрушительной силой. Посмотри-ка на это. Юнь Ся схватил саблю, и она, словно молния, понеслась к спине Чутяня. Чутянь небрежно отошел в сторону, и сабля пролетела мимо. Он без труда уклонился от нее. Ци сабли, смешанная с энергией молнии, пролетела вперед и оставила на земле отметину. Черт возьми. Да, тебе повезло. Посмотри теперь на этот удар. И от него Чутянь без труда уклонился. Юнь Ся рассерженно наморщил нос. Сейчас этот мальчишка был похож на маленького лосося. Он настолько разозлился, что без колебаний активировал свою технику на полную. 13 граммовых лезвий действительно были известной и самой достойной техникой семьи Юнь. Быстрой, злобной и мощной. Каждое лезвие переполняло разрушительная мощь, их нельзя было остановить. Но глаз разума Чутяня был гораздо сильнее.
Как только был нанесен последний удар, Чутянь внезапно обернулся, и когда сабля оказалась прямо перед ним, он осторожно ухватил лезвие двумя пальцами. Затем решительно бросил саблю обратно. Когда взорвалась молния, Чутянь уже активировал бессмертное звездное тело, а вот Юнься отбросило взрывом. Его синее лицо стало черным, как уголь, а волосы встали дыбом, как перья у курицы. Чутянь открыл глаза. Ему было ничуть не больно. Он слабо улыбнулся. «Ну и как?» «Что произошло? Как ты смог увидеть 13-граммовых лезвий?» Чутянь отряхнул одежду. «Если хочешь, я могу научить тебя некоторым трюкам», и Юнься полз по земле, а на лице его отразился трепет. «Я понял, неудивительно, что дедушка тебя так уважает. У тебя действительно есть навык. Если ты научишь меня некоторым трюкам, в следующий раз я пойду в бордель». «А нет, я имел в виду, что послушаю пару песен, а другие не будут меня избивать». Скорее, они поймут, что это им придется пострадать. Чутянь погладил подбородок. Есть несколько требований, Юнься чрезмерно волновался. С этого дня ты мой старший. Если хочешь, чтобы я отправлялся на восток, я не пойду на запад. Если хочешь, чтобы я отправлялся на Юн, я даже не посмотрю на север. Юнь-Я действительно был готов на все. Как в семье Юнь мог родиться такой клоун, он был старшим внуком семьи Юнь. Он действительно позорил семью Юнь. Неплохо для тебя. Я знаю способ, как заработать немного денег, загадочно улыбнулся Чутянь. Мы должны работать вместе. Что касается заработка, то вы получите 10%. У них был уважаемый статус, они были молодыми, и деньги их не интересовали. Такое предложение им делали впервые. Всего 10% для 2 талантов. Фыркнула Юнь-Я. Ты относишься к нам, как к нищим. Юнь-Ся был очень заинтересован. Деньги были для него лишь средством, больше всего его заботили удовольствия. Деньги не имеют значения, главное, что будет весело. Не обращайте внимания на 10%, это совсем немного, загадочно улыбался Чутянь. Пока я не могу раскрыть подробности, но один человек здесь не справится. Кроме вашей помощи мне понадобится и помощь остальных. Если каждый возьмет по 10%, то мне достанется только 60%, разве этого недостаточно? Брат и сестра были ошеломлены. Но Чутянь был доволен, потому что заполучил несколько талантливых помощников. Если бы вы не были так полезны, вы бы не получили даже медной монеты. Юнь-Я тоже заинтересовалась. Она была уверена в Чутяне на 100%. Она была такой же, как Юнь-Ся, она не нуждалась в деньгах, просто ей было любопытно, каким же способом Чутянь хочет заработать. Что касается веселья, то других бы это не впечатлило, но вам будет вполне весело. Почему? Чутянь посмотрел на Юнь-Ся. Тебе нравится притворяться. Тебе нравится хвастаться. Юнь-Ся этого не стыдился. И что не так? Мужчины должны хвастаться. Ты делаешь это неправильно. Чутянь был мастером притворства. В ближайшие несколько дней я буду тебя учить. Я сделаю твое хвастовство прекрасным, Юнь-Ся почесал затылок. Но как это связано с деньгами? Чутянь загадочно улыбнулся, очень тесным образом. Это не только поможет тебе заработать деньги, но и поставить тебя в центр всеобщего внимания. Все студенты Центральной государственной академии будут поклоняться тебе. Разве тебе такое не нравится? У Юнь-Ся загорелись глаза. Неужели передо мной падут на колени множество девушек? Чутянь кивнул. Это будет несложно, если у тебя появится хотя бы 1% моей страсти. Чего же мы ждем? Давай начнем. Молодой мастер Юнь был готов на это пойти, даже если это не принесет денег. Сначала будем практиковать твою сабельную технику. Она не годится, ее нужно изменить. Юнь-Ся был ошеломлен. Как ее можно изменить? 13 лезвий — это слишком много. Мы упростим ее и оставим только 3 лезвия. Брат и сестра были потрясены. 13-граммовых лезвий были знаменитой техникой семьи Юнь. Самым важным в ней было совмещение сил каждого лезвия. После каждой новой атаки лезвия становились мощнее, и это делало последнее лезвие самым сильным. Если лезвий станет всего 3, то как можно будет накопить потенциал и уничтожить врага одним ударом? Однако если Чутянь снизит количество лезвий до 3, техника не только не ослабеет, а даже станет сильнее. Техника станет в десятки раз мощнее. Чутянь сказал Юнь-Ся, пока мы разойдемся. Тебе нужно принести учебные материалы Центральной государственной академии, и я хочу на них взглянуть. И тебе, и мне понадобятся некоторые ресурсы. Мне придется тебя побеспокоить, чтобы ты нашла их, и Юнь-Я и Юнь-Ся понятия не имели, что же задумал Чутянь, однако им просто нужно было выполнить его просьбу. Разве дедушка не говорил, что нужно выполнять все просьбы Чутяня? Юнь Тяньхэ был одним из руководителей Центральной государственной академии. Юнь-Я быстро ушла.
Юнь Сяо удивленно спросил, что мы будем делать? Чу Тянь ответил, в ближайшие дни я научу тебя всему, чему хотел. Буду честен, я нетерпелив, так что это займет всего 3 дня. Если ты хочешь научиться, тебе придется вытерпеть некоторые трудности, Юнь Сяо рассмеялся. Чего мне бояться? У меня не так много навыков, однако трудностей я не боюсь. Чу Тянь кивнул и, легко улыбнувшись, сказал, «Ты знаешь, почему я хотел, чтобы ты последовал за мной? Потому что мне нравится, как ты притворяешься и хвастаешься. Раз так, то приступим». И Юнь Сяо не знал, почему от улыбки Чу Тяня у него по коже пошли мурашки. Казалось, его переполняло сожаление. Глава 135. Дьявол и его особая подготовка. Таинственный юноша увел его внука и внучку, и вот уже 2 дня он не получал от них никаких известий. Юнь Тяньхэ немного волновался. Хотя Юнь Я была экспертом 4-го уровня пробужденной души и лучшим экспертом центрального государства, ей пока еще не хватало опыта. Таинственный юноша был полон талантов, однако он был очень молод и казался весьма упрямым. Может ли это вызвать проблемы, что касается его внука? Юнь Тяньхэ даже не желала об этом думать. Какую пользу мог принести этот ублюдок? А самое главное, что Юнь Тяньхэ было очень любопытно. Для чего Чу Тянь увел их, Юнь Тяньхэ не мог успокоиться, воспользовавшись могильной тишиной ночи, тайно проник на задний двор секты Юнь, куда отправились 3 человек. Юнь Тяньхэ немного нервничал. Этому старику было почти 100 лет. Всю свою жизнь он поступал честно и никогда не совершал ничего подобного. Ах! Ах! Я не хочу практиковать. Я больше не хочу тренироваться. Ты демон. Это же просто пытка. Я хочу обратно к дедушке. Прибыв на место, Юнь Тяньхэ услышал жалкий крик, доносящийся оттуда. Юнь Тяньхэ задрожал. Разве это не его внук Юнь Ся? С чего бы ему так кричать? Юнь Тяньхэ тихо забрался на забор. На земле дворика был начертан энергетический массив шириной в 2 метра, а Юнь Ся, одетый в шорты, стоял в середине этого массива. Его руки, бедра, грудная клетка и спина были покрыты талисманами. Казалось, на него давила сила, связанная с массивом. Я больше не могу терпеть. Глаза Юнь Ся закатились, и он рухнул на землю. Чу Тянь сидел в большом деревянном кресле. В левой руке он держал чашку чая, а справа от него лежали учебные материалы Центральной государственной академии. Он игнорировал жалкие вопли Юнь Ся. Увидев, что Юнь Ся упал, он нахмурил брови. Он тут же надавил на печать, и талисманы на теле Юнь Ся полыхнули красным заревом. Юнь Ся немедленно очнулся. «А! Как больно! Остановись! Остановись сейчас же!» Юнь Ся очнулся, словно карп, сражающийся за свою жизнь. «Прекрати прикидываться мертвым. У меня есть способ привести тебя в чувство». Голос Чу Тяня звучал совсем не так, как должен звучать голос молодого человека. «Ты должен сделать это еще 2000 раз. Если сегодня ты не постигнешь понимания 3 лезвий, то не будешь есть». «Понял. К тому же, если сегодня вечером ты хочешь поспать, ты должен прочесть мне свитки, которые я написал, демон. Ты демон». Раздался во дворе жалкий плач Юнь Ся. Это было слишком страшно, это походило на жестокий эксперимент. Увидев это, Юнь Тяньхэ не мог не забеспокоиться. Несмотря на то, что Юнь Ся был никчемным, он все же был потомком семьи Юнь. Если с ним что-то случится, это станет огромной проблемой. Юнь Тяньхэ захотелось подойти к Чу Тяню и спросить об этом, но вдруг об его голову ударилась плодовая косточка. Юнь Тяньхэ был поражен. Неужели его заметили? Это невозможно. Он был экспертом, близким к уровню истинной души. На заборе, свернувшись калачиком, расположился белоснежный пушистый лисенок. В лапках он сжимал несколько небольших красных плодов, а его хитрый взгляд был прикован к Юнь Тяньхэ. Это плохо. Юнь Тяньхэ быстро прижал палец к губам, призывая лисенка молчать. Втайне он негодовал, не слишком ли таинственно появляется и исчезает этот лисенок? Он был так близко, а Юнь Тяньхэ его даже не заметил. Это плохо. Его невозможно заметить. Учитывая возраст Юнь Тяньхэ, тот факт, что его поймали подглядывающим через забор, был для него несколько позорным. Лисенок прищурился и кивнул. Значит, он понял просьбу Юнь Тяньхэ. Юнь Тяньхэ вздохнул. Лисенок протянул лапку. Он мог хранить молчание, но за это нужно было заплатить. Зверек был слишком хитроумным, и Юнь Тяньхэ достал драгоценный камень размером с голубиное яйцо, и глаза лисенка просияли. Несколько раз принюхавшись, лисенок одним махом проглотил камень. А затем удовлетворенно показал большой палец.
На самом деле этот камень был сердцем демонического зверя 3-го класса. Содержащаяся в нем энергия была слишком мощной даже для культиватора пробужденной души, но этот зверек так легко проглотил сердце. Погладив круглый живот, лисенок указал на пасть и снова протянул лапку. Он как бы говорил, что недостаточно сыт и хочет еще. Юнь-Тянь Хэ чуть не лишился чувств. Сердце зверя 3-го класса было для него жалкой конфеткой. «Дедушка, что ты там делаешь?» Пришла с двора Юнь-Я. «Лу Жень уже знает, что ты здесь, поэтому заставил меня прийти и поговорить с тобой», лисенок печально искривился. Осторожно вскочив, он превратился в туман и мгновенно исчез. Юнь-Тянь Хэ был ошеломлен. Его обманул лисенок. «Это не самое хорошее место для разговора, нам нужно найти другое», Юнь-Я отвела его на тренировочную площадку секты Юнь. Не дожидаясь, пока Юнь-Тянь Хэ заговорил, она загадочно произнесла: «Дедушка, ты действительно забрался на забор, чтобы подглядывать. В твоем-то возрасте. Тебе не стыдно?» Успокойся, Лу Жень применяет к Юнь-Ся особую подготовку. Он знает, когда остановиться, и не даст ему умереть. Особая подготовка. Лу Жень превратил 13-граммовых лезвий в 3-граммовых лезвия и хочет, чтобы Юнь-Ся выучил это всего за 2 дня. Эти слова потрясли Юнь-Тянь Хэ. 13-граммовых лезвий стали 3-граммовыми лезвиями. Как это возможно? Я думала, что это невозможно, но он действительно это сделал. Я продемонстрирую, и ты поймешь, что это такое. У Юнь-Я не было духовного источника в виде сабли, поэтому ей трудно было показать суть сабельного искусства. Если учесть, что она не изучала даже основы этого искусства, она могла продемонстрировать лишь приблизительную суть. Юнь-Тянь Хэ был мастером боевых искусств своего поколения. Как он мог не обратить на это внимание? Его взяла досада. Как изменилось сабельное искусство? Теперь импульс, накапливающийся в течение 13 ударов, накапливался всего за 3 резких удара. Его мощь не уменьшилась и даже увеличилась. Юноша изменил это боевое искусство. Из обычного боевого искусства высшего класса оно превратилось в высшее боевое искусство страны Южного лета. Юнь-Я спрятала саблю. У Юнь-Ся есть база в виде 13-граммовых лезвий. Конечно же, Лу Жень приводит его в порядок. Юнь-Ся не спал 2 дня, но в конечном итоге он все поймет. Хорошо. 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 Это очень, очень хорошо. Рассмеялся Юнь-Тянь Хэ, поглаживая бороду. Его охватило спокойствие. Теперь 3-граммовых лезвия станут тайным боевым искусством семьи Юнь. Наша культивационная техника изменилась, меняются и боевые искусства. Боги благословили нас, прислав этого юношу в нашу секту Юнь. Юнь-Я вздохнула, но Юнь-Ся действительно слишком страдает, боюсь, что его может стошнить. Методы обучения Чутеня действительно безжалостны, даже меня берет тотороб, когда я это вижу. Он не относится к человеку как к человеку, Некоторые не понимают благословения. Юнь-Тянь Хэ так рассердился, что у него задрожала борода. Если бы я был на 70 лет моложе, то с радостью поменялся бы местами с этим ублюдком Юнь-Ся. Как можно стать важной персоной, не пострадав хотя бы немного? Юнь-Тянь Хэ переполняло праведное негодование. Он совершенно забыл о прежнем беспокойстве, которое даже заставило его тайно пробраться сюда и подглядывать. Юнь-Тянь Хэ настоятельно говорил: «Тебе нужно сблизиться с этим господином. Ты понимаешь, что если сможешь что-то от него узнать, то это будет благословением на всю оставшуюся жизнь?» «Верно, попробуй узнать, одинок ли он. В конце концов, ты уже не молода, дедушка». Юнь-Я залилась румянцем. «Ну же, не стесняйся». «Ладно, ладно, я не буду беспокоиться о твоем замужестве», Юнь-Тянь Хэ радостно поглаживал бороду. «Сообщи мне, если возникнут проблемы. Помогай ему присматривать за Юнь-Ся. Это важно для всей семьи, поэтому ты не можешь ошибиться, понимаешь?» Юнь-Я смущенно сказала: «Понимаю, пожалуйста, перестань беспокоиться». Юнь-Тянь Хэ был в хорошем настроении. Громко рассмеявшись, он развернулся и ушел. Он не был таким счастливым уже 10 лет. 100-летний мужчина, радостно напевающий песню, лег спать довольным. Неважно, для чего Чутянь обучает Юнь-Ся, это в любом случае даст семье Юнь серьезное преимущество. Более того, возможно, внук, о котором он беспокоится сильнее всего, получит должное обучение и возродится. Для семьи Юнь это действительно будет благословением. Это действительно будет благословением для Юнь-Тянь Хэ. Юнь-Я вернулась в небольшой дворик. Полуголый Юнь-Ся стоял в центре массива и практиковал сабельную технику, а по его лицу градом текли слезы. «Ты видела дедушку. Быстро расскажи ему об истинных целях этого демона. Он извращенец и садист. Пусть дедушка придет и спасет меня».
Юнь-Я покачала головой. Он не может тебе помочь. Ты сам должен нести собственный крест. Юнь-Ся горестно воскликнул. Старшая сестра, ты не можешь меня бросить. Массив снова активизировался, и Юнь-Ся в очередной раз издал жалкий вопль. Чутянь сидел под лунным светом, а рядом с ним стоял простой масляный фонарь. На коленях у него лежал лисенок. В одной руке Чутянь держал чашку чая, а в другой — свиток. Лицо у него было самое обычное, но в нем проглядывало глубокое понимание вещей. Его ясные яркие глаза светились мудростью. Юнь-Я была не права. Этот человек не был юношей. Он был старым чудовищем, которое прожило больше 100 лет, нельзя было догадаться, о чем он сейчас думает. Книга, которую держал Чутянь, прислали из Центральной государственной академии. Он быстро прочел ее, вчитавшись в каждую страницу. Затем насмешливо сказал: «Вздор — это просто вздор. Заставляя учеников учить это, они их унижают». Тон этого юноши был слишком высокомерным. Здесь были учебники по ковке оружия, созданию массивов, алхимии и культивационным техникам. Все эти книги прислали из разных стран. Разве можно так смотреть на учебники Центральной государственной академии, даже если ты редкий гений с уникальными талантами? Каждый учебник содержал в себе множество базовых законов, которые выявили великие мастера. На их совершенствование ушло несколько веков, это была трудная и тяжелая работа. Честно говоря, раз уж Центральная государственная академия так плохо обучает, то у нас будет преимущество. Чутянь встал и потянулся. Я уверен, что кое-что мы все же заработаем. Юнь-Я до сих пор не понимала. Каким же способом Чутянь хотел заработать деньги? Чутянь спросил ее: «Ты подготовила материалы, которые мне нужны?» Юнь-Я кивнула. «Все готово и уже хранится в доме. Воспользовавшись этими ресурсами, я буду у тебя в долгу. Я верну их, когда разбогатею». Подойдя к Юнь-Ся, Чутянь остановился и сказал, демонически исказив лицо: «Ты можешь быть хотя бы чуть-чуть серьезнее. От тебя зависит, смогу ли я быстро заработать несколько десятков миллионов, необходимые, чтобы купить в доме сокровищ элементаля. Если из-за тебя я упущу эту возможность, то переломаю тебе ноги». «Что?» Несколько десятков миллионов. Юнь-Я знала, что Чутяню действительно нужны деньги, но этот парень был слишком горд и вообще не желал просить помощи. Он определенно не попросил бы помощи у ее дедушки. Вот только десятки миллионов золотых монет. Это действительно была серьезная сумма. Как обучение Юнь-Ся принесет ему деньги? Даже если он передаст Юнь-Ся все свои навыки, он все равно не сможет столько заработать.